На этот раз мы замахнулись на действительно умный стол. 500 метров адресной ленты, куча электроники. И в итоге имеем деревянный стол-короб под именем Эдик. Как тебе такое, Алиса? Эдик, как дела? Я не Эдик. Для тебя я Эдуард. Для того, чтобы получить задуманный эффект, нам надо сделать два короба. Один будет находиться внутри другого, то есть внутренний и внешний. Сперва занимаемся внутренним. Как вы видите, он будет сделан из фанеры. Распускаем фанеру на 5 одинаковых квадратов. Затем отправляемся к лазерному станку и вырезаем уже точные детали вот с такими соединительными элементами. По сути, эти зубчики по краям можно назвать соединением шип-паз. Эта штука здорово облегчает жизнь. И если файл составлен правильно и грамотно, то конструкция собирается предельно просто и быстро. Но обо всем по порядку. В итоге у нас есть 4 такие детали. Это будут боковые стороны куба. И мы снова отправляемся к ЧПУ. Ставим 8-мм спиральную фрезу от CMT, фиксируем нулевую точку и приступаем к работе. На данном этапе станку надо сделать 40 метров вот таких бороздок. В дальнейшем в эти ниши мы приклеим светодиодную адресную ленту. Да, все верно, 40 метров дорогущей светодиодной адресной ленты. Иначе задуманного эффекта не добиться. Поэтому не жадничаем и метр за метром делаем бороздку за бороздкой. И так на всех 4 боковинах. Пока станок этим занят, мы определяемся со столешницей. На ней должны расположиться надписи, которые в итоге будут отображать время, в нашем случае с точностью до 5 минут, поскольку размер стола 60 на 60 сантиметров, и это оптимальное количество слов. Чуть позже вы поймете, о чем это я. В итоге было выбрано 3 варианта, но глядя на монитор особо непонятно, как тот или иной шрифт будет выглядеть вживую с учетом нашего размера. Поэтому на бумаге делаем образцы, определяемся и выбираем вот этот вариант. Шрифт называется LCD Nova, и он как никакой лучше подходит для этих целей, поскольку выглядит цифровым и отлично будет отображаться на столешнице. А это значит, что вместо бумаги берем фанеру и вырезаем будущую столешницу. По задумке мы хотим добиться следующего эффекта. Стол должен выглядеть как обыкновенный деревянный куб, без намека на умную начинку. Но после голосовой команды он сможет демонстрировать весь свой интеллект, отображая и озвучивая время, вести диалог, давать советы и так далее. Вот такая идея. Можно сказать, Алиса на минималках, но со своими плюсами. Для того, чтобы отделить каждый сектор друг от друга, мы придумали вот такие рамки. В итоге, когда будет загораться одна надпись, она не будет засвечивать соседнее слово, что и требовалось доказать. Как вы видите, все рамки разного размера, точно так же, как и надписи. Соответственно, каждая рамка предназначена конкретному слову на столешнице. На этот раз было решено вырезать их из МДФ, а не из фанеры, как в случае со столешницей. Почему так? Если речь идет о какой-то более-менее жесткой и надежной конструкции, то я всегда использую фанеру. Да и вообще, DSP МДФ у меня не поворачивается язык называть материалом. И вот почему. Но в нашем случае эти рамки декоративные, ничем не нагруженные элементы, а режется МДФ значительно проще. Собственно, этим и аргументирован наш выбор. Следующим этапом надо слегка отшлифовать внутреннюю сторону рамок, поскольку именно сюда будет приклеена лента, а после лазера остается небольшой нагар. Его мы и убираем перед грунтовкой. Лично я реально люблю такую работу и уже порядком соскучился по ней. Но просматривая эти кадры, стало понятно, что не все разделяют со мной эту позицию. В итоге, спустя полчаса любимой-нелюбимой работы, имеем вот такую гору рамок, которые готовы к грунтовке. Поскольку они ничего не весят, поток от краскопульта точно их сдует. Они упадут на пол, в песок, там прилипнут, в общем, все как обычно. Именно поэтому раскладываем заготовки на малярный скотч. И теперь уже можно смело грунтовать, не боясь ни песка, ни ветра. Чем, собственно, я и занялся. Пока грунт сохнет, мы занимаемся заглушками, которые в дальнейшем должны закрыть сверху каждую рамку. Соответственно, каждая такая крышечка соответствует конкретной рамке. А для того, чтобы собрать эти модули, нам нужна лента. А учитывая короб 40 метрами бороздок, нам надо много ленты. Но ничего не поделаешь, проект требует того. По доброй традиции ленту заказываем в магазине G4. В итоге в корзину мы закинули 40 метров 60 ленты и 10 метров 144. Эти цифры говорят о количестве светодиодов на метр погонный, то есть в 144 ленте расположено 144 светодиода на 1 метр. Также в корзину отправилась Arduino и плата управления со встроенным Wi-Fi модулем, для того, чтобы стол был действительно умным. Где ж он умный?
Прикольный не более. И вы больше не писали таких комментов. Как говорится, все для вас. Ссылки на все компоненты, как всегда, есть в описании. К слову, вся комплектуха обошлась нам вот в такую сумму. Прошло несколько дней и долгожданная посылка в мастерской. Отдельное спасибо ребятам за сервис и оперативность. Могу смело рекомендовать. А раз все компоненты у нас на руках, можно заниматься модулями. Конечно же, этим занялся Леша, поскольку всю начинку и программу для часов он разрабатывал сам, с нуля. Для этих ячеек мы решили использовать ленту с максимально плотным расположением светодиодов. Да, она стоит недешево, но забегая вперед, скажу, что она того стоит. Тут все предельно просто. К внутренней части рамки клеим ленту. На крышку-заглушку приклеиваем фольгированный скотч. Он и будет работать отражателем. В заранее предусмотренное отверстие проводим провода и модуль готов. И так много-много раз. Следующим этапом эти модули надо на чем-то закрепить, а это что-то у нас еще не готово, этим не занялись. Берем многоразовую форму для заливок и смазываем ее разделителем. Конечно, формы подходящего размера не нашлось, поэтому с одной стороны достраиваем бортик. Это полоса фанеры, проклеенная скотчем, и хорошенько промазываем силиконом. Следующим этапом замешиваем смолу. В нашем случае состав под названием Art Eco от Эко-ванны. Отличный состав, если требуется залить небольшой объем в короткие сроки. Как раз наш случай. Компонент А плюс компонент Б хорошенько перемешали и льем как из ведра. Как вы видите, внутренности букв держатся на таких супер тонких перегородочках. Конечно, при любом нажатии они выламываются. Именно для этого мы и монолитим их смолой. Ну, не только для этого, еще смола будет являться рассеивателем света и позволит ровно приклеить шпон на столешницу. С пузырьками мы особо не заморачивались, поскольку после облицовки шпоном их все равно не будет видно, а для рассеивания света они работают только в плюс. Так что в данном случае эти мелкие пузырьки нам только на руку. А крупные пузырьки, которые образовались на поверхности, убираем специальным корректором. Ссылки на все материалы и приблуды, которыми я пользуюсь в ролике, всегда стараюсь оставлять в описании, если не забуду. На следующий день смола высохла и можно двигаться дальше. Достаем столешницу из формы, и тут смело могу сказать, что эти формы здорово облегчают жизнь. Лучше их жизнь облегчает разве что только калибровально-шлифовальный станок. Что это за штука? Сверху расположен барабан с наждачкой, а снизу транспортировочная лента, а эти крутилочки регулируют скорость подачи. Кладем заготовку и снимаем материал проход за проходом. Стоит отметить, что наждачка не особо дружит с эпоксидкой, и лента со временем забивается. Если не чистить ее своевременно, то можно быстро загубить наждачку. Чистим мы ее таким резиновым бруском, он шел в комплекте, но русская смекалка утверждает, что для этих целей можно использовать высохший герметик в тубе, и в итоге у вас будет не брусок, а колбаска, но бесплатная. Спустя полчаса имеем идеально выровненную столешницу. Вручную этим пришлось бы заниматься полдня в лучшем случае, и не факт, что получилось бы ровно, вернее даже факт, что получилось бы неровно. Итак, столешница готова, значит можно крепить модули. Выглядит это вот так. Клеевой пистолет, модуль, подходящий к конкретному слову. И не жалея клея, проходим по кругу. Многие, наверное, скажут, что крепить эти модули на термоклей сомнительная затея, учитывая то, что лента очень мощная и, соответственно, будет сильно нагреваться. Все верно, эта лента действительно сильно нагревается. Но только если работает непрерывно какое-то время. В нашем же случае ячейки будут загораться на 5-10 секунд. Поверьте, за это время лента точно не расплавит клей. Но для чистоты эксперимента в конце ролика мы затестим весь стол тепловизором. В итоге мы имеем 23 отдельные надписи, которые будут подсвечиваться конкретными модулями, в зависимости от того, какое необходимо показать время. А с этого ракурса модули чем-то напоминают мне спальные районы с множеством многоэтажек. Следующим этапом все модули мы закрыли крышками с отражателями, которые делали ранее, и соединили провода. На данном этапе столешницу можно отложить в сторону и заняться коробом подстолья. Как вы помните, у нас есть 4 такие панели. Теперь из них надо собрать короб. Но тут нас ждал небольшой косячок. Дело в том, что эти продольные борозды, которые мы выбирали ранее, сильно ослабили лист, и он стал жидким. Именно для этого с задней стороны мы крепим брусок. И так на всех 4 панелях. Затем наносим клей, и спустя 15 минут шипы в своих пазах. Стягиваем все струбцинами и оставляем так на пару часов.
А пока клей сохнет, мы занимаемся внешним коробом. Его решили сделать из оргстекла, в данном случае 8-мм оргстекла, поскольку эта толщина более-менее жесткая и держит форму. Короб делается по такой же технологии. Предварительно мы сделали пробник замка, для того чтобы добиться идеального четкого стыка, поскольку лазер имеет свою толщину реза. Да, она небольшая, но для идеальной подгонки играет роль. Результат нас устроил, и мы вырезаем 4 такие стенки. Места соединения, те самые шип-пазы, хорошенько вышлифовываем, поскольку клей так себе держится на глянце. В основании прозрачного куба будет лежать вот такая рамка из непрозрачной фанеры, которую хрен достанешь из формы. По периметру этой рамки нам надо прикрутить бруски. Делаем их из обрезков. Сперва прогоняем через фуговальный станок, потом идем к рейсмусу и через пару минут при помощи пилы получаем ровненькие бруски. Торцуем их в нужный размер и крепим к фанерной рамке. Эти бруски в дальнейшем позволят соединить нам два короба, внешний и внутренний, между собой. Но пока между собой мы соединяем прозрачный внешний короб при помощи универсального клей-геля. В финале стягиваем его струбцинами со всех сторон и оставляем так на сутки. Для того, чтобы закончить работу с внутренним фанерным коробом, мы купили 40 метров вот такой алюминиевой полосы. Каждая полоса длиной 2 метра, а высота короба 50 сантиметров. Поэтому нарезаем их целой пачкой на 4 одинаковых куска. И уже через пару минут имеем вот такую красоту. Слава ленточной пиле. Следующим этапом эти полосы вклеиваем в заранее подготовленные пазы. Они будут служить пассивным радиатором после того, как на них приклеим светодиодную ленту. Но перед тем, как клеить ленту, нам надо ее распаять на куски по 50 сантиметров. В итоге день работы ушел только на это. И в конце концов на 40 метрах алюминиевой полосы расположилось 40 метров адресной светодиодной ленты. С плотностью светодиодов 60 штук на метр погонные. Ну и конечно же после сборки надо проверить целостность всех соединений. Но говоря по правде, нам просто не терпелось посмотреть на предварительный результат. А выглядит он вот так. Многие скажут, что это проект Гайвера. Все верно. Саня сделал такую лампу еще пару лет назад и выложил в открытый доступ, а значит разрешил пользоваться абсолютно всем, чем собственно очень оперативно воспользовались китайцы. Но дабы избежать гневных комментариев, я специально для вас спросил у него еще раз. В любом случае в таком исполнении я не встречал эту технологию. Да, и это всего лишь небольшая часть нашего функционала. Всю остальную работу мы делали самостоятельно и с нуля, но об этом немного позже. К тому времени клей на прозрачном коробе высох, и нам надо приклеить к нему столешницу. Но перед тем как это сделать, в углу отмечаем точку и вырезаем небольшое отверстие при помощи лазера. В дальнейшем в это отверстие мы вставим микрофон, для того чтобы стол реагировал на команды. Для того чтобы отверстие не заполнилось смолой при склейке, делаем вот такую заглушку. Она осталась после лазерной резки этого же отверстия и, как вы видите, подходит идеально. Следующим этапом снимаем с короба струбцины и подготавливаем площадку, на которую и ляжет столешница, то есть хорошенько замотовываем ее. Тут мы решили использовать полиэфирную смолу. На нее мы и приклеиваем столешницу к прозрачному коробу. Тут все просто. Нанесли состав по периметру, накинули короб и стянули струбцинами. После того, как столешница намертво приклеилась, мы шлифуем все прозрачные стороны куба, поскольку следующим этапом нам надо оклеить их шпоном, а на глянцевой поверхности, как правило, ничего толком не держится.
А после началось самое интересное. Нам надо добиться эффекта, будто короб — это обыкновенный деревянный ящик, а после включения он должен засветиться и вызвать вау-эффект. Для этого нам надо обшить его тонким шпоном, который отлично пропускает свет. У меня в наличии было два варианта шпона. Это простой дубовый шпон и шпон американского ореха. Последним, кстати, мы как-то облицовывали капот машины. Если не видели этот ролик, очень рекомендую. Как вы уже поняли по кадрам, мы сделали множество тестов с одним и другим вариантом, но так и не получили желаемого результата. Конечно, я понимал, какой шпон нам нужен. Именно поэтому мы отправились за 300 километров в Минск, для того, чтобы вживую пощупать его на складе и выбрать то, что надо. К сожалению, ближе найти должный выбор шпона не получилось. Итак, у меня было всего несколько критериев. Шпон должен стоить дешевле крыла от самолета, он должен быть максимально светлым, древесина должна быть не очень плотная, но в то же время с красивым рисунком, для того, чтобы она не выглядела как пластик. И в итоге мы остановились вот на этом варианте. Светленький, недорогой ясень. Нарезали его на подходящие полоски и приступили к работе. По периметру заматываем куб пленкой и фиксируем скотчем, для того, чтобы излишки смолы не заляпали соседние стенки. Следующим этапом раскладываем шпон, подбираем рисунок и прихватываем полосы между собой при помощи скотча. Да, я знаю, что технология оклейки шпоном выглядит по-другому, но у нас нестандартная задача, и поэтому мы сделали все по-своему. Во-первых, состав, на который клеится шпон, в нашем случае должен быть прозрачным, поскольку это важно для светопропускаемости. Именно поэтому я и замешиваю полиэфирку. А во-вторых, шпон мы клеим на пластик, а не на дерево, и ПВА тут не годится. Так что все окей, мы знаем как надо и намеренно так не делаем. Равномерно распределяем смолу и накидываем шпон. Пытаемся разгладить поверхность руками, понимаем, что это ерунда, да и к тому же через шпон уже проступает смола, что вы видите на экране. Поэтому накидываем пленку, на нее мягкий уплотнитель, а сверху груз. В итоге мягкая прослойка помогает по всему периметру гарантированно прижать шпон к поверхности. И в целом технология отлично сработала. Через пару часов снимаем бутерброд и оцениваем результат. Единственное, что нам не понравилось, так это полосы, которые видны между полосками шпона. Дело в том, что шпон не идеально ровно нарезан еще на заводе. Мы долго пытались вручную нарезать шпон ровнее, но он быстрее ломался или скалывался. Но потом нашелся идеальный вариант. Это лазер. И тут дело пошло. Метр за метром, бокал за бокалом, сторона за стороной. Обычно, когда мы оклеиваем шпоном деревянные изделия, мы наносим столярный клей типа ПВА на шпон и на оклеиваемую поверхность. После того, как клей высыхает, шпон кладется на изделие и утюжится утюгом. В итоге дерево и клей нагреваются и склеиваются с идеальным зазором и результатом. Но, как вы понимаете, тут так не прокатит. Но в целом все получилось отлично, а микрозазоры между полосками шпона практически не видны и уж точно не портят вид сымитированного деревянного ящика. Следующим этапом нам надо обрезать шпон. Поскольку это тонкий и хрупкий материал, я решил подобрать специальный инструмент. На данный момент я активно перехожу на аккумуляторный инструмент. И логика здесь такая. У меня есть вот такой шуруповерт на 12-вольтной системе. Значит, выбираем аналогичную систему и производителя в панели справа. Для того, чтобы не просматривать сотни настроек, в поиске забиваем ключевые слова, а уже потом дорабатываем выборку. В итоге имеем подборку с прямыми ссылками на все магазины. То есть, вам не надо убивать часы на изучение и анализ цен по всем магазинам. Е-каталог уже сделал это за вас. Вот, посмотрите, нашу болгарку можно заказать в 7 магазинах. Лично я выбираю магаз, где цена ниже, а также обращаю внимание на дополнительную информацию. Вот, этот магазин является официальным партнером Bosch, и цена подходящая. Следующим этапом после выбора модели я всегда перехожу во вкладку «Аксессуары». И тут я вижу оснастку, расходники и другую полезную мелочь, которая гарантированно подойдет к моей будущей болгарке. Следующим этапом выбираю небольшую шлифмашинку на такой же системе. И обязательно пользуюсь функцией «Найти в одном магазине». Это очень удобно. Вам не придется договариваться о встрече с 3 курьерами, и все будет доставлено одним курьером из одного магазина. Собственно, что вы видите на экране. К слову, Е-каталог работает как для России, так и для Украины и Казахстана. Ссылки на все эти товары я оставлю в описании к ролику. А мы продолжаем. После того, как мы обрезали шпон по черновому, дорабатываем острые края бруском с наждачкой.
следы от выступившей смолы сошлифовываем новенькой аккумуляторной машинкой. Очень удобная штука, особенно когда все работает от одной системы. Углы я обычно сглаживаю на руку, очень мелкой наждачкой, в данном случае 400. И после того, как все стороны и углы вышлифованы, можно красить куб. Тут я использовал матовый лак, собственно, как и в большинстве наших проектов. Пока лак сохнет, мы занимаемся умной начинкой стола. Итак, как это устроено? В стол нам надо встроить вот такую кучу электроники. Это микроконтроллер с Wi-Fi, для того, чтобы можно было управлять подсветкой с телефона. Затем MP3 модуль, для того, чтобы можно было залить файлы, и стол сможет воспроизводить звуковые ответы. А для того, чтобы стол понимал, что ему говорят, мы встроим модуль распознавания голоса. И этот модуль даже способен различать голоса и отличать хозяина от чужака. Для того, чтобы стол всегда знал точное время и отображал его по моей просьбе, пришлось установить микросхему реального времени. Ну и, конечно же, Arduino, для того, чтобы все это подружилось между собой и заработало. Следующим этапом установили динамики и усилитель. И после того, как все протестировали, начали сборку. Ссылки на все компоненты оставлю в описании. Для того, чтобы обучить стол, записываем команды, на которые он должен реагировать. Эдик, как дела? Эдик, сколько времени? Эдик, включи музыку. Ответы на эти вопросы мы тоже придумали сами и записали на MP3 модуль. Как вы понимаете, вариантов тут может быть очень много. Это всего первая версия Эдика. В дальнейшем планируем дорабатывать его и развивать. Поэтому обязательно пишите свои варианты функционала, что можно спросить и какой ответ услышать. Напомню, что такие проекты возможны только благодаря вашей поддержке. Лучший способ помочь в продвижении ролика, так это поделиться им где угодно. Лайк, подписка и длинный коммент также очень важны. Спасибо и добра вам от Топора и Эдика. Эдик, сколько времени? А раньше ты пил кофе с утра. Огонь, а что это у нас за праздник? Тебе нужен тост? Да. А тост без вина — это все равно, что брачная ночь без невесты. Сколько время? Ты кто такой? И как ты сюда попал? Эдик, как дела? Я не Эдик. Для тебя я Эдуард. Двухногое ты существо. Эдик, включи музыку.